Так, у нас в работе Hyundai Sonata с ошибкой P1990. А вот такая вот у нас ошибка горит. Обрыв соединения входного высокого напряжения Oil Pump Unit, блок масляного насоса. Автомобиль у нас не хочет запускаться. Проверил питание на насос. Это жалоба на насос. Проверил питание на насос. Вернее, инвертор. Здесь вот стоит инвертор внизу. Он выглядит как обычный блок управления двигателем. На него заходит две фазы. И, вернее, заходит плюс-минус и выходит три фазы. Мотор трехфазный. Сам инвертор у нас исправный, я его прозвонил. Насос пока работать не хочет. И ошибку это бьет. Такую батарею мы еще не делали. Обычно батареи, те Hyundai, которые мы делали, у них батареи стояли за задним сиденьем. А у этого Hyundai батарея уже стоит в багажнике. Такого Hyundai мы еще не делали. Сверху батареи установлен junction box или блок силовых реле. Это питание идет на инвертор маслонасоса трансмиссии. А это силовое питание на инвертор тягового электромотора. Я уже проверил предохранители, и с ними все нормально. А вот сам масляный насос. Это масляный насос, он высоковольтный, 260 вольт, ну столько, сколько на батарее, и трехфазный. Сверху еще над ним идет сигнальные провода, идут, которые отслеживают его состояние. И вот оно все время жалуется на этот масляный насос, что на него нет питания. Сам инвертор проверил, как я уже говорил, и насос на массу не замыкает, и фазы прозваниваются. Накратко, потому что там обмотки, но тем не менее они не в обрыве. Поэтому пока что не совсем понятно, что с автомобилем происходит и почему он жалуется на этот маслонасос. И, кстати говоря, еще есть течь масла с коробки. И течь идет откуда-то сверху. Здесь пробка проверки уровня масла находится здесь. Но я так понимаю, что здесь масло все-таки есть. Если сейчас ее откручу, то масло оттуда очень сильно потечет. Потому что в коробке автомат, а здесь, в общем-то, и есть коробка автомат. И вот в этой части стоит электромотор еще. Так вот, масло отсюда потечет. И проверить уровень я не смогу. Поэтому вот такая вот небольшая неприятная ситуация. В общем, продолжаем заниматься этим автомобилем. Ну, а потом уже будем смотреть, откуда она течет. И походу вот там вот медные шапочки. И походу они стоят новые. Либо их вымыло. В общем, буду продолжать заниматься. Становится уже интересно. Хочу сейчас вытащить реле, посмотреть, что с релюшкой у нас. Оно не прикручивается, а просто вставляется, как обычное реле. Вот здесь, вот с такими разъемами. То же самое и эти. Сейчас попытаюсь снять и посмотреть, что у нас там с ними. Здесь нужно вот эти усики отжать. Плотненько сидит. Ух ты. Что-то у нас здесь не того. Походу у нас немножко подгорели контакты. Так, сейчас я это сниму. Как казалось, не так легко найти этот блок контакторов, поэтому владелец заказал сейчас другие контакторы, ждем их, и попросил посмотреть, можно ли что-то с этим делом, можно ли это дело восстановить. Вот сейчас буду разбирать его и посмотрю, есть ли там внутри какие-то сгоревшие части, и можно ли это все восстановить, чтобы не менять эту всю пластину. Так, сейчас вскрываем ее, уже вскрыл все фиксаторы. Так, вот так она у нас выглядит изнутри. Надо немножко почистить эти контакты
поджать их и проверять. Пришли контакторы на Hyundai. Вернее, это не совсем хюндайские контакторы, это фордовские, но они по размеру одинаковые, и их продали владельцу как усиленные, якобы они не горят. Но то, что они на фордах не горят, не значит, что они не будут гореть на Hyundai, но тем не менее. Так, поставил модуль обратно, и сейчас посмотрю, произойдет чудо или нет. Так, автомобиль запустился, чудо не произошло. В общем, правильно говорят, что электрика – это наука о контактах. И здесь этот случай подтверждается. Автомобиль у нас запустился. Чек горит. Так, теперь нужно будет проехаться, посмотреть, будет ли опять снять эти реле, проверить, будут ли они нагреваться. К сожалению, здесь у меня нету пирометра или тепловизора, как мы в Харькове использовали, но хотя бы рукой проверить стоит. Но как пишут в интернете, что это достаточно частая проблема на Hyundai. Реле почему-то перегреваются. Ну, как-то так, непонятно почему, но такая проблема есть. В общем, сейчас нужно будет проехаться на ней и проверить все. И заодно проверить масло в коробке. То, что первоначально вся коробка была в масле. Проверить уровень ее. Но для этого нужно было запустить и проехаться, чтобы масло разогналось, так как здесь полноценная коробка автомат. В общем, сейчас это и сделаем. Автомобиль проездил где-то 1,5 недели, прокатался. И человеку нужно было срочно забрать автомобиль. Поэтому даже не успели подключить компьютер перед выпуском. И человек уехал. Через 1,5 недели примерно вернулся. У него там сейчас периодически загорается чек гибрид систем, но при этом машина едет. Сделал диагностику лаунчем. И у него все ошибки в памяти. Превышение генератора. Положение генератора превышает предел обучения в истории. Неисправность предварительной зарядки конденсатора инвертора. Это в Battery Management System. В общем, ошибок актуальных сейчас нету. Есть по безопасности, но это нас сейчас меньше всего интересует. По гибридке ошибок нету. Сейчас сотру ошибки, проедусь, посмотрим, чтобы они не загорелись актуальных. И тогда можно будет автомобиль выдавать. Контакторы, вот автомобиль запускается, глохнет. Контакторы работают исправно, несмотря на то, что они не родные. В общем, как-то так. Пробег на автомобиле сейчас 21 663 мили. В общем, сейчас сотру, проедусь и посмотрим. Остались ошибки только по аэрбэгам и блок смарт-ключа. Ошибка антенна ручки двери со стороны пассажира. В истории, но не удаляется. В общем, сейчас проедусь и посмотрю, что у нас будет дальше. Так, ошибок у нас не светится. Машина в EV режиме. В общем, сейчас проедусь и посмотрим. Кстати, средний расход топлива 33,8 мили на галлон. В принципе, очень хороший показатель для автомобиля. Автомобиль достаточно экономный. Я пересчитаю и напишу внизу, сколько это расход литров на 100 километров. Так, после проезда по трассе, сильно засвечивает, плохо видно. После проезда по трассе загорелась ошибка по гибрид систем, мотор control system и генератор position exciting learn limit. Короче говоря, есть проблема с генератором, с ремнем генератора. Более точно сейчас буду расшифровывать эту ошибку, когда уже приеду на место. И будем тогда понимать, с чем имеем дело. Возможно, нужно обучать положение генератора.
Автомобиль протестирован, готов к выдаче, уже с владельцем проехались. Все отлично, дефект не проявился. Параллельно еще заменили вот эту вот трубку, которая на охлаждение коробки автомат была пробита длинным болтом крепления инвертора. Поэтому было подтекание рабочей жидкости. Все устранили. Вроде как все нормально, теперь можно выпускать автомобиль. Возможно, в будущем придется заменить ремень генератора. Вот такой вот был ремонт. Поэтому, если вам нравится такая тематика, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорой встречи. Всем пока.